Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую вареники з сиром на пару. В них пухке та м'яке тісто і багато начинки. К кефиру добавляю соль, сахар, желток и все это хорошо перемешиваю. Желток можно заменить столовой ложкой растительного масла. Но мне такое тесто нравится больше. Получается желтое, красивое, очень аппетитное. К муке добавляю соду, обязательно просеиваю, чтобы разбить все комочки и не гасить ее предварительно кефиром. Добавляйте в муку, перемешивайте и только потом добавляйте кефир. Сода в тесте в кислой среде обязательно погасится и не будет чувствоваться ни вкус, ни запах. В середине делаю углубление, выливаю кефир со всеми остальными продуктами и замешиваю тесто, как всегда, сразу ложкой, а вымешивать буду рукой. Здесь у меня 360 грамм муки. Возможно, на столе немного добавлю. Я укажу в рецепте, сколько мне понадобилось, но вы тоже не добавляйте всю сразу. Добавьте немного меньше, а остальное по надобности уместите на столе. Когда продукты соединились до крупной крошки, убираю ложку, собираю все в один комочек и когда уже миска чистая, домешиваю на столе. Тесто неоднородное, где-то плотнее, где-то наоборот влажное. Начинает прилипать к коврику, к рукам, поэтому можно немного подпылить мукой. Совсем чуть-чуть, только так, чтобы тесто можно было вымесить. Все тесто вымесилось до однородности, но гладкости добиваться не надо. Тесто на соде не вымешивайте долго, и оно должно остаться мягким и немного липким. Без муки вот так вот прилипает к рукам. Подпыляю стол мукой, тесто сверху тоже. Накрываю пленкой, чтобы не засыхало, и оставляю минут на 15. За это время приготовлю начинку и подготовлю кастрюлю. Здесь 400 грамм творога жирностью 18%. Я его уже перетерла через сито, чтобы начинка не была комковатой. Высыпаю сюда сахар, 1,5-2 столовые ложки, пакетик ванильного и 1 желток. Можете добавить 2 или 1 мелкое яйцо, но смотрите, чтобы начинка не получилась жидкой. Все зависит от качества творога и от количества сахара, он тоже разжижает начинку. Все это хорошо вымешиваю до однородности. Начинка некоторое время постоит, пока я раскатаю тесто. Сахар еще подтает, и она станет немного мягче, но не потечет, будет очень удобная в работе. Можно также приготовить с соленым творогом. У меня на канале недавно были вареники с творогом и адыгейским сыром. Соленая начинка, очень вкусные получаются. И тесто там вкусное, и начинка. Так, все достаточно. Однородная. Сеточку один раз смазываю растительным маслом без запаха. Можно растопленным сливочным. Только один раз, и вареники потом прилипать не будут. И понадобится еще сливочное масло. Я его предварительно растопила и хорошо охладила. Видно, отделилась сыроватка, а сверху застыло масло. Теперь ее сливаю, а масло растоплю в микроволновке. Брала высокой жирности 82,5%. Накрываю пленкой, чтобы не стреляло, и разогреваю. Прошло 10 минут, тесто отлежалось, можно раскатывать. Подпыляю коврик мукой, тесто сверху тоже, и раскатываю в разных направлениях в пласт толщиной не больше 5 мм. Если прилипает к коврику, подпыляйте мукой, только по надобности, много муки не надо. Чтобы вы чувствовали, оно и так видно, что подскалка теста хорошо раскатывается. Здесь оно тоже остается гладким и немного муки. Сверху старайтесь подпылять поменьше, потому что это будет внутренняя часть вареника, и тесто должно хорошо слепляться. Здесь не должно быть много муки. Если начинает к скалке прилипать и поднимается за ней, раскатывайте не спеша. Тесто приподнимаю, даю ему сесть на место, стянуться, чтобы варенички, которые будете вырезать, оставались круглыми, не стягивались в одну или в другую сторону. Формочку окунула в муку и вырезаю.
собираю эти обрезки. В руках или на столе вымешиваю до однородности. Муки сюда уже добавлять не надо. Этот комочек теста снова накрываю пленкой. А из этих делаю вареники. Тесто немного разминаю пальцами, растягиваю в овал, чтобы легче можно было слепить вареник. И начинки добавляю много. Чайную ложку, прям полную, с горкой. Или, можно сказать, десертную ложку. Посмотрите, как она себя хорошо ведет. Не течет. Снизу тесто в муке, поэтому я руки даже не подпыляю. Но начинки должно быть много. Тесто пышное, чтобы вы не ели одно тесто в варенике, добавляйте побольше начинки. Вырезанная сторона теста, краешки, очень липкие, и они хорошо склеиваются. Поэтому мне больше нравится раскатывать тесто и вырезать, чем делить на кусочки, а потом раскатывать. Тогда оно все в муке плохо слепляется, приходится и пальцем макать в муку, и тесто сильно придавливать. Так намного удобнее. Раскатала и последнее тесто. Вырезаю варенички, их диаметр 6,5 см. На 1 см меньше, чем первые, но начинки добавляю также много. И все ее использую, творог не останется. Тесто можете раскатывать и потоньше, от 3 до 5 мм. Учитывайте свой вкус и предпочтения, какие вы любите вареники, какое тесто, насколько пышное. Вода закипела. Сразу ставлю вот такое вот кольцо для порционного салата, чтобы эта сеточка была немножко выше. Вот ее крылышки хорошо раскрылись. Выкладываю вареники на расстоянии, чтобы не слипались. Они на пару хорошо растут. Накрываю крышкой и проварить их надо 5-7 минут. Время зависит от толщины теста и от размера вареников. Не варите долго, потому что тесто станет плотным и вареники будут твердыми. Донышко миски хорошо смазываю растопленным сливочным маслом. Я взяла широкую, чтобы их можно было сразу же хорошо разложить. Горячие вареники не укладывайте друг на друга, иначе они подавятся. Выкладываю на блюдо. Посмотрите, какие они красивые, пышные. Сразу же укладываю следующие. Закрываю крышкой, а эти сверху смазываю растопленным сливочным маслом. И так варю все вареники. Вот, это уже приготовились последние. Также смазываю маслом и можно подавать к столу. Вот такие они мягкие, воздушные. И покажу, какие внутри. Можно брать руками, как пирожок, и кушать. Макайте в сметану или просто так, как вам больше нравится. Много начинки, пышное тесто, начинка нежная, мягкая, сочная. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими пишними домашніми варениками і приятного вам апетита! А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.